Алиев сделал заявление на тему несостоявшейся в Великобритании встречи с Пашиняном. Выступая на так называемом глобальном медиафоруме в оккупированном Шуши, он сказал следующее: «Если он, Пашинян, не хотел говорить со мной, то о каком мирном договоре может идти речь? Если он не хотел говорить с премьер-министром Великобритании, то зачем он приехал в Лондон?» Напомним, Баку обвинил Ереван в том, что Пашинян отказался от встречи с Алиевым. В ответ МИД Армении заявил, что наоборот армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу Пашиняна и Алиева, но азербайджанская сторона отклонила его. А также он заявил следующее: «Мы были хорошим партнером для США. После того, как миссия в Афганистане закончилась, США ввели санкции против нас. И что должен думать народ Азербайджана про эту администрацию? Когда ты им нужен, они приходят к тебе, улыбаются. А когда ты им не нужен, то они не только игнорируют тебя, но и вводят санкции. Они ввели санкции за то, что мы восстановили свой суверенитет. Коллеги на встречах в Великобритании каждый раз спрашивали меня про Армению и мирный договор, как будто у них в Европе закончились все проблемы, и им для счастья нужен этот мирный договор». Отметим, что Алиев сделал несколько заявлений насчет России. Вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно. И в принципе даже до подписания декларации о союзническом взаимодействии мы все вопросы отрегулировали на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, что до конца 2024 года у него состоятся несколько встреч с президентом России Владимиром Путиным. И, наверняка, до конца года еще будут встречи, очень много тем, сказал Алиев. По его словам, за последнее время интенсивность встреч на высшем уровне с российской стороной возросла, и в этом есть большая потребность. Встречи лидеров двух стран состоялись в Москве в апреле, а также на полях мероприятия Шанхайской организации сотрудничества буквально в начале июля. При этом, по словам Алиева, вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно. Удовлетворен продолжением нервической реакции врагов на речь Макрона о взаимодействии с Арменией. Прежде всего это говорит об их неуверенности в своих силах в будущем после восстановления баланса в военном развитии Армении. Кроме того, ложь о встрече не встрече с армянской стороной со стороны Алиева и высказанной обиде в адрес США и Европе говорит также о не совсем уверенном переговорном фундаменте. Нет, конечно, мы еще не так сильны, как хотелось бы нам, но по крайней мере, уже и не так слабы, как хотелось бы Алиеву. Мало того, слабость проскальзывает именно в эмоциях врага. И хотя алиевский Азербайджан пока еще силен, но силен в большей степени как чушпан, примкнувший к пацанам на районе в надежде получить защиту. Мы наблюдаем очень интересную реальность. Армения последовательно идет на сближение с Западом, особенно с США и Францией. По мере того, как происходит это сближение, меняется риторика Турции, и даже у Азербайджана она понемногу смягчается. Зато более жесткой становится риторика России, и более враждебными ее действия в отношении Армении. Здесь потенциал не исчерпан, а новые фортели впереди. Все это понятно всем, ибо такова новая реальность. Всем, кроме одноразовых алиевских шабизгоев, смерть как желающих выслужиться перед своими хозяевами и представить Армению пророссийской и антизападной. Армения же, тем временем, нанимает в штат своей армии представителя армии США, видимо для пущей пророссийскости. Итак, российская пропаганда снова по полной несет бред за бредом. Снова кремлевские телеграм-каналы, чьи админы приближенные люди в аппарате президента России сделали несколько угрожающих заявлений в сторону Армении. Итак, что они пишут? Армения одумается уже в этом году.
Военные учения с американцами были большой ошибкой. Такое мнение высказал в разговоре с нами высокопоставленный источник в Кремле. Наши армянские партнеры за последнее время совершили несколько ошибок. Но военные учения вместе с американцами были самой большой из них, ведь речь здесь идет о безопасности и интересах России. «Думаю, в Ереване это скоро поймут и одумаются», — сказал он. На вопрос о том, что значит «одумаются», собеседник пояснил: Армения должна понять, что ей выгоднее дружить с Россией, а не с американцами. И мы уже предпринимаем определенные действия, чтобы это понимание, утерянное на время, вернулось. Плюс политические изменения в США, думаю, многое расставят по местам, считает он. Комментируя жесткие слова Владимира Путина о сближении Армении с врагами России, источник отметил: Владимир Владимирович обозначил нашу позицию. Надеюсь, ситуация изменится. Что нужно сделать, чтобы Армения стала сверхмощной державой в нашем регионе? Первое. Армения и армянский народ должны стать арменоцентричными, когда опираешься исключительно на свой потенциал и возможности. Никакой центр силы, ни одно государство не заинтересовано в сильной Армении, хватит жить в фантазиях и надеждах. И это понять можно. Сильная Армения приводит к необходимости переформатирования Кавказа и Ближнего Востока. Сильная Армения – это головная боль и экзистенциальная угроза для некоторых центров силы. Поэтому только армянский народ. Союзники появятся потом, когда станешь сильным. Второе. Для меня Армения станет фактором и сможет вернуть свои функции и роль в регионе и мире, когда на ее территории будет проживать 18-20 миллионов населения, армянская экономика будет входить в двадцатку сильнейших в мире, а вооруженные силы будут в состоянии сдерживать региональные центры силы. Пока такая Армения не выстроена, не вижу смысла рассуждать об армянском будущем. Третье. Такое видение требует формирования нового политического пространства, в котором левые и правые, либералы и консерваторы, изоляционисты и глобалисты, весь спектр политических идеологий и направлений предлагают армянскому народу свой путь построения такой Армении, конкурируя между собой. Четвертое. Это требует сдвига в мировоззрении, когда осуществляется переход из режима выживания, в котором находимся, как минимум после начала продолжающегося Мец-Егерна, к развитию. Не выживать, а развиваться, набирать национальную мощь. Пятое. Строительство такой Армении под силу только гражданскому демократическому обществу, и надо говорить уже о другой, не постсоветской Армении и необходимости заключения нового коллективного договора между армянским народом и его государством и властью. В основании договора горизонтальные взаимоотношения, когда я могу сказать, что это мое государство и моя власть, которые, в свою очередь, могут сказать, что они государство и власть армянского народа. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.